5 лет назад я думал, что YouTube это больше про везение, но сегодня я понимаю, что на YouTube важна системность и правильный подход, который позволит вам набрать 1000 подписчиков не за годы, как многие думают, а всего лишь за 1-3 месяца. Как раз в этом видео мы разберем те самые шаги, которые упускают 90% новичков, и ошибки, которые убивают каналы на старте. А еще я поделюсь с вами инструментом, который ускоряет рост канала в разы. И первая ловушка, в которую попадает большинство новичков – хочу канал про все. Снял первое видео про спорт, второе про путешествия, а третье вообще про бизнес. В итоге подписчик не понимает, куда он вообще попал. Получается, что алгоритмы YouTube не рекомендуют такие каналы, а зрители просто не возвращаются. Секрет довольно простой. Один канал, одна ниша. Выберите ту тему, которая интересна вам и где вы видите себя через 1-2 года. Обязательно проверьте, есть ли на маленьких каналах вашей ниши просмотры. Если на канале 500 подписчиков, а видео набрало 5-10 тысяч просмотров, то это потенциально интересная ниша, чтобы быстро набрать подписчиков. Теперь вы определились с нишей, и вам нужно понимать, а как вообще рассказывать, как преподносить аудитории, какие форматы снимать и так далее. И здесь банальный ответ. Нужно анализировать конкурентов. Нет, конечно, вы можете самостоятельно тестировать разные гипотезы, заголовки, сценарии, но на это уйдут годы. Кстати, это ошибка большинства. Поэтому и большинство не может дойти до 1000 подписчиков так быстро. Я рекомендую настоятельно смотреть на ваших конкурентов. Анализируйте, что они делают, что они снимают, какие идеи, какие заголовки пишут, какие у них обложки и все, что можно еще увидеть у них. Короче, вдохновляйтесь тем, что уже работает. Потому что протестировать свое вы сможете уже, когда появится насмотренность, когда вы будете понимать примерно, что работает, а что нет. Но пока вы новичок, вам не стоит экспериментировать, а нужно просто вдохновляться готовыми идеями. Кстати говоря, не нужно ограничиваться только русскоязычными каналами. Смотрите на западных конкурентов, там бывает больше интересных идей. Но, конечно, здесь есть свои подводные камни. Большинство пытаются смешивать идеи, снимают все подряд, копируют даже не думая. Поэтому они тратят время, но роста нет. Как раз таки, чтобы исключить эти ошибки, а также сэкономить десятки часов на поиске и анализе конкурентов, генерации идей, хуков и сценариев на основе вирусных публикаций, я с командой разработчиков и продюсеров создал сервис, который сам же использую. Наши пользователи радуются больше не тому, что они начали набирать в несколько раз больше просмотров, чем раньше, а тому, что это экономит несколько часов их жизни в неделю. Благодаря этому инструменту вам остается просто снять видео и смонтировать его, а все остальное он берет на себя. Друзья, вы можете бесплатно протестировать этот сервис, а если он вам понравится, то забирайте промокод со скидкой 50%. Вы просто удивитесь, сколько времени и нервов вам сэкономит этот инструмент. Что первым видит зритель? Обложку. Но здесь нужно понимать, что он кликает не потому, что ему понравилась обложка, а потому что зацепил заголовок. Поэтому с помощью обложки вы привлекаете внимание, а заголовок уже заставляет зрителя нажать на ваше видео. А значит, он должен быть коротким, до 60 символов. Это то количество, которое вмещается без троеточия. Потому что если будет троеточие, то как бы получается недосказанность. И зритель не любит такое и просто пролистывает. Также заголовок должен быть понятным и цепким и с триггером в начале. В теме трейдинга я могу привести вам отличный пример плохого и хорошего заголовка. Плохой заголовок – как использовать RSI стохастик для определения тренда. И пример хорошего успешного заголовка – заработал 10 тысяч рублей за день на одном индикаторе. А что касается обложки, не нужно повторять текст из заголовка на обложке. И не лепите кучу объектов. Обложка должна содержать какую-то эмоцию или объект, на которых и будет сконцентрировано все внимание. Не ставьте важные детали в правый нижний угол. Их закроет счетчик длительности видео. Цепочка проста. Зритель смотрит на обложку. Если она его привлекает, он бросает взгляд на заголовок, читает. Если ему это актуально и интересно, он нажимает на видео. Понимание вот этих основных принципов и использование их в работе повысит ваш CTR кратно. Вот вы сделали грамотную обложку и название. Зрителю они понравились, он открыл видео, и перед ним ваша история, ваш сценарий. Вступление должно быть до 15 секунд. Вы должны оправдать название, дать причину смотреть дальше
и заинтриговать тем, что будет в конце. Дальше каждый блок вы начинаете с микрокрючка, чтобы постоянно поддерживать интерес зрителя. Там через минуту я вам расскажу о том, как сделать то-то, то-то. И таким образом у зрителя будет постоянная мотивация смотреть дальше. И не давайте решения в первые минуты, потому что если зритель откроет за минуту, узнает, что нужно делать, а видео у вас длится 10 минут, то представляете, что будет с вашим удержанием. Все эти важные моменты и многие другие, вот так быстро их все не объяснить, учитываются в сервисе Viral Radar. Там уже он знает, как нужно правильно писать сценарии, там подается правильный промпт искусственному интеллекту, и вам остается просто прикрепить публикацию, на основе которой вы хотите получить сценарий. Вам останется просто нажать на кнопочку, чтобы открыть режим суфлера и прочитать сценарий. Ну а те, кто любит говорить своими словами, там есть режим тезисов. Ссылки будут везде, в закрепленном комментарии, в описании, шапке канала или в Телеграме. Но даже если у вас отличный сценарий, нужно уметь его рассказывать. Потому что на Ютубе сейчас очень ценится живость и настоящие эмоции. В эру, когда искусственный интеллект заполнил весь интернет, куча безликих роликов, которые люди не любят. Даже генеральный директор Ютуба говорит о том, что умение быть самим собой, настоящие эмоции на Ютубе ценятся больше всего. И именно за этим люди наблюдают за авторами. Конечно, вы общаетесь с вашей аудиторией не вживую, поэтому вам нужно качественно передавать информацию. Для этого не обязательно покупать дорогую камеру. Достаточно купить смартфон с хорошей камерой, но качество звука – это 70% успеха. А значит, заморочьтесь над микрофоном. Вы прошли все эти этапы, сняли видео с хорошим звуком, с нормальной камерой, и вам нужно смонтировать ролик. На этом этапе можно загубить все, что вы сделали до этого. Важно соблюдать субординацию в монтаже, потому что детский многослойный монтаж может загубить серьезное экспертное видео. Для каждой ниши и для каждого типа роликов есть свой формат монтажа. Я делю монтаж на 3 уровня. Первый уровень самый простой монтаж, нарезка базовая, простецкие переходы и все. Второй уровень это уже многослойный монтаж. Конечно, вы нарезали видео, добавили какой-то звук, соответственно можете добавлять какие-то перебивки, желательно снятые вами. Но если нет таких, то можно брать стоковые. Также какие-то элементы вылетающие, текст появляющийся и так далее. Вот эти первые 2 уровня подходят для экспертного контента. И третий уровень монтажа это резкий динамичный монтаж. Он больше подходит для шортсов или развлекательного контента. Там много слоев, постоянная динамика, смена картинки, приближение, отдаление, там вылеты каких-то элементов и так далее. И самая главная ошибка, которая губит каналы на старте. Вы думаете, сейчас опубликовал видео, накидаю ссылки своим друзьям, в соцсетях опубликую, пускай смотрят. Как раз в первые часы нужно получить побольше просмотров. Итог. Приходит нерелевантная аудитория, YouTube не понимает целевой портрет вашего зрителя, а также, конечно, удержание падает, потому что эти люди не заинтересованы этой темой. Канал просто замирает. Используйте только те каналы, где сидит ваша аудитория. Например, Telegram-канал. У меня он тоже есть, и там сидят люди, которые заинтересованы в продвижении YouTube-каналов. Поэтому, когда у меня выходит новое видео, я могу смело кидать туда ссылку. YouTube это не везение. Если у вас четкая тема, кликабельные обложки, сильные заголовки, сценарий, который смотрит до конца, а также вовлеченная аудитория, то первая 1000 подписчиков это не мечта, а конкретная задача на 1-3 месяца. Ну, конечно, в зависимости от ниши. Тестируйте, анализируйте и не бойтесь ошибок. А с помощью сервиса Viral Radar их будет значительно меньше. И вы обгоните 90% новичков. Не забывайте про промокод на Viral Radar в описании и в закрепленном комментарии. И там же вы найдете ссылку на сам сайт и телеграм-канал. Вот это видео, которое здесь появилось, это рекомендация YouTube, поэтому стоит обратить внимание. Увидимся, так как мы в интернете.